Сегодня у меня на канале новинка, новая модель G-Shock, которую можно назвать обновлением того самого Casio OG, также шестиугольной формы и с цифроаналоговым отображением времени. Это модель G-Shock GA2300. Модель вышла в апреле и еще недоступна на всех рынках. Внешне это шестиугольной формы корпус, сразу бросаются в глаза два момента. Первое — это уникальный циферблат с элементом в виде буквы X. Вообще хочется назвать эту модель как-нибудь вроде G-Shock X или OG X. Что думаете, приживется народное имя? Вторая заметная черта — это необычной формы ушки. Эти ушки не интегрированы жестко к корпусу и выглядят как переходник для ремешка. И правда, особенность этих ушек состоит в том, что они позволяют легко установить обычные ремешки. Как видите, тут даже имеются отверстия для того, чтобы легче можно было снять в шпильки. Конечно, ширина между ушек составляет 24 мм. Это не самый распространенный размер. У меня, например, дома не оказалось ни одного ремешка такой ширины. Разве что примерить для пробы ремешки 22 мм. У меня черная версия с инверсным дисплеем. Вообще, в зависимости от рынка, будут доступны и другие цвета. Розовый, белый, собственно, черный и в некоторых странах серый. Минутная и часовая стрелки широкие, окрашены в белый с черной окантовкой. Секундной стрелки нет, отсчет секунд происходит на нижнем экране. Метки закамуфлированные, другими словами, метки не контрастные, черные на черном фоне. Решение не всем придется по вкусу. Я все-таки предпочитаю хороший контраст и читаемость времени. Слева, как и в оригинальной версии, субциферблат с днями недели. Справа второй экран, на котором по выбору можно отобразить месяц и день недели, или же время в цифровом формате. Причем можно отобразить время в другом часовом поясе. Давайте сравним с предыдущей моделью. И уже начиная с коробки мы видим разницу. Здесь коробка более строгого вида, как будто обита кожей, но это картон. Для сравнения, мои предыдущие G-Shock'и поставлялись в таких стандартных жестяных коробках. Если сравнивать сами часы, то сразу заметна разница в размерах. Новая модель заметно компактнее. При том, что предыдущая модель и так в носке довольно компактная. Еще видна преемственность дизайна. Давайте сравним размеры. Легче всего измерить ширину корпуса. У GA2300 она составляет примерно 41,5 мм. При этом GA-B2100 имеет ширину корпуса 46 мм. Разница заметная. А вот если мы попробуем измерить высоту корпуса, то новая модель не будет меньше. Но тут вопрос еще и конструкции ремешка. А вот толщина у старой и у новой модели одинаковая. И вес практически одинаковый.
49 грамм против 53 грамм. В темноте у обоих моделей светятся стрелки. И хотя светящихся меток нет, все равно можно примерно понять текущее время. Если включить подсветку, то мы увидим подсвеченные метки и цифровые экраны. Причем здесь мы видим плюс инверсного дисплея в том, что цифры хорошо видны, в то время как на неинверсном дисплее цифры засвечены. Но тут еще дело в предыдущей модели, у которой подсветка светит ярко, как фонарик. Какие есть режимы? Давайте пройдемся быстренько. Это мировое время, UTC. Обратите внимание, что здесь он показывает местное время, а стрелками он показывает UTC. Далее. Stopwatch — это стандартный таймер. Мы можем старт. Запускаем. Продолжаем. Останавливаем. И сбрасываем. Дальше. Мод. Таймер. То есть таймер обратного отсчета. Поехали. Таймер на 10 минут. 10 минут, наверное, это слишком много. Давайте я сброшу. И установлю на минуту. Часов. Можем 23 часа максимум. Нам столько не нужно. Далее минут. То есть можно сделать на сутки. И секунд. Можно на 15 секунд сделать таймер. И старт. Дальше. Аларм. 1:12. Установка тоже через сет. В 8 утра, например. Установка времени. Города. Сеул, Бейджин, в общем, Гонконг, Сингапур, Бангкок, Кабул, Дубай, Иерусалим, Москва. И видите, время само начало устанавливать правильное. Это Daylight Saving Time, это дневное время. Далее 12 или 24. Далее секунды можно сбросить, часы, минуты. Далее год, месяц, число и key. Light 1 секунда или 3 секунды. Собственно, вот и все настройки. Давайте подведем итог. Что мне понравилось? Во-первых, более компактный размер. Кому-то предыдущая модель может оказаться слишком крупной.
Еще мне нравится, что дни недели видно на циферблате. Но так было и в самой первой модели Casio OG. Дело в том, что у меня другая модель, и вместо дней недели у меня отображаются режимы и уровень заряда батареи. По мне, лучше бы были дни недели, как здесь. Но еще интересная особенность – это возможность менять ремешки. С этой уникальной конструкцией ушек – это первые мои G-Shock, которые я могу положить на стол циферблатом вверх. Со стандартными G-Shock это не выйдет из-за конструкции ремешка. Что мне не очень понравилось. У этой модели не очень хорошая читаемость, на мой взгляд. Я имею в виду черные метки на черном фоне. Еще плохо читаются, на мой взгляд, значения с цифровых дисплеев. Инверсный дисплей для меня хуже воспринимается, чем обычный. Ну и размеры самих экранов довольно мелкие. Еще добавлю, что в этой модели нет никаких дополнительных функций. Нет ни солнечной батареи TAF Solar, ни радиосинхронизации Multiband 6, нет связи со смартфоном по Bluetooth. Есть набор функций по минимуму: таймер, секундомер, мировое время и будильник. Было бы здорово хотя бы солнечной батареи. Но учитывая то, как Casio выпускали новые модели Casio OG с дополнительными функциями, я бы ожидал, что со временем мы увидим больше наворотов. А что думаете вы? Нравится ли вам новинка? Оставьте ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Я с вами на этом прощаюсь. Пока.